Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим лечение мастита у коров. Вернее, рассмотрим, что нового появилось в его лечении. Наиболее распространенная схема лечения мастита заключается в применении антибиотиков, противовоспалительных препаратов и стимуляторов. При таком комплексе препаратов лечение проходит быстрее всего, особенно если лечение начать на ранних стадиях возникновения мастита. Почему применяется именно такая схема, как бы понятно. Применение антибиотиков необходимо для того, чтобы воздействовать на микроорганизмы, которые находятся внутри вымени. Ведь несмотря на то, что мастит может быть следствием воздействия на паренхиму молочной железы биологических, механических и других факторов, тем не менее ведущая роль принадлежит биологическим факторам. Это бактерии, грибки, вирусы, в основном бактерии. В настоящее время известно около 100 видов микроорганизмов, способных вызывать мастит. Основными возбудителями воспаления вымени являются стафилококки и стрептококки. Поэтому применение антибиотиков при мастите обязательно. Самое главное при применении антибиотиков – это быть уверенным, что микрофлора будет к ним чувствительна. Для этого надо определять чувствительность микрофлоры к антибиотикам. Можно работать и наугад, что зачастую и делается. Но это не лучший вариант. Особенно если противомаститные препараты применяются очень часто. В таком случае у микрофлоры будет развиваться устойчивость к ним. Это понятно. Не буду сейчас на этом заострять внимание. Второй препарат, который должен быть в схеме лечения маститов, это препарат, который бы снял боль и воспаление. К таким препаратам относятся нестероидные противовоспалительные средства. Их сейчас тоже очень много, и перечислять их нет никакого смысла, так как это долго и нудно. И третий препарат, который есть в схеме лечения мастита у коров, это препарат, который стимулирует обмен веществ и повышает защитные силы организма. Этот препарат сокращает период выздоровления. Во многих случаях в качестве стимулятора применяли и применяют препараты, которые в своем составе содержат бутафосфан и цианкобаламин, то есть витамин В12. Сейчас этих препаратов тоже предостаточно. Следует отметить, что первым на рынке в этой группе препаратов был препарат Катазала фирмы Bayer. Лет 20 назад это была новинка, и этому препарату не было равных. Но сейчас препаратов, содержащих бутафосфан и витамин В12, очень много. Практически любой производитель ветеринарных препаратов выпускает такой препарат, который содержит бутафосфан и цианкобаламин. Так вот, данная схема лечения мастита, которая включает антибиотик, противовоспалительный препарат и стимулятор, позволила значительно повысить эффективность лечения и, самое главное, сократить сам период лечения. Ветеринарная промышленность не стоит на месте, и на сегодняшнее время на смену Катазалу пришел новый препарат. Это препарат Эльцин, который помимо бутафосфана и витамина В12 в своем составе содержит никотинамид и L-карнитин. Улучшенные свойства этого препарата позволяют более эффективно подходить к лечению мастита у коров. О механизме действия бутафосфана и цианкобаламина не буду сейчас останавливаться, об этом уже и так немало сказано. Но наряду с положительным эффектом от этих веществ в эльцине появляется еще масса положительных эффектов от введения в его состав никотинамида и L-карнитина. Никотинамид регулирует течение большинства окислительно-восстановительных реакций и обеспечивает нормализацию многих видов обмена, включая и энергетический обмен. Никотинамид участвует более чем в полусотне реакций, в ходе которых сахар и жир превращаются в энергию. Очень долго можно перечислять все достоинства никотинамида, но не буду, это займет много времени. Никотинамид или ниацин, это его второе название, положительно влияет на многие окислительно-восстановительные процессы в организме животного. Но об одном нюансе я все-таки скажу. Никотинамид – это единственный витамин, который традиционная медицина считает лекарством. И этот факт о многом говорит. Это очень серьезно. Одним словом, никотинамид стимулирует организм, заставляет его более интенсивно бороться с заболеванием. Что касается L-карнитина, то это вещество естественного происхождения и в организме животных тоже выполняет ряд очень важных функций. Это и детоксикация, и стимуляция метаболических процессов, и укрепление сосудов, и стимуляция регенерации тканей. Это как раз все то, что очень необходимо для ликвидации воспаления в вымени.
Я отметил тоже далеко не все положительные свойства L-карнитина, а только основные. Поэтому L-цин, благодаря сочетанию всех положительных качеств, которые есть в препаратах, содержащих бутафосфат и витамин В12, а также удачно подобранных новых компонентов в виде никотинамида и L-цина, стал очень достойной заменой стимуляторов такого типа. Включение L-цина в схему лечения мастита у коров сделало его лечение более быстрым и эффективным. Попробуйте и сами убедитесь в этом. Если у вас возникли вопросы, задавайте. Это можно сделать внизу под видео. Там же, внизу под видео, вы увидите ссылку на сайт производителя и официальную инструкцию по применению данного препарата. Если наряду с этой схемой лечения мастита вы своевременно его диагностируете и немедленно начнете его лечение, то практически со стопроцентной вероятностью вам удастся быстро вылечить мастит, и он не успеет перейти в хроническую форму. И в одном из своих последующих видео я обязательно расскажу, как это сделать и насколько это важно. Но это будет потом. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим коровам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!